Я хотела немножко рассказать о нашем фонде, кто не знает. Фонд очень старенький, образован в 2004 году при радиопрограмме «Адреса милосердия» на радио «Маяк». Еще были такие передачи на радио России, на «Голосе России» о благотворительности. Это все делала студия «Диалог». Это наша материнская организация, и партнерская, сестринская, уж даже не знаю, как назвать. Наша общая руководительница была Ольга Суворова, которая уже нет с нами. Но вот этот чудесный человек, в общем, нас породила. И также 3 ее прекрасные подруги, которые здравствуют, вот, и до сих пор являются нашими учредительницами. А, Фонд родился для того, чтобы официально уже связывать тех людей, кому нужна помощь, с теми, кто может оказать эту помощь. Потому что когда, естественно, рассказывали о всяких благотворительных проектах по радио, о разных историях и случаях, когда нужна помощь, и люди откликались. Одно дело, когда это привозят там платье для девушки из детского дома, чтобы она на выпускном была красивой, исполнить ее мечту. Чтобы уже деньги переводить, чтобы все было официально, юридически чисто, вот, был образован официально фонд. Такая наша история. И фонд такого же возраста, ровесник огромного фонда «Подари жизнь». И начались с одного благотворительного концерта. Но тогда у «Подари жизнь» еще не было расчетного счета, и деньги, собранные за концерт, переводили через расчетный счет адресов милосердия. Так что вот такая у нас история в корнях зарыта. Фонд занимается в основном адресной помощью тяжело больным детям и взрослым. Это оплата лечения, реабилитации, ПСР, улучшение жилищных условий инвалидов. Например, там, если надо скважину пробурить инвалиду-колясочнику в сельской местности. Еще одно очень большое направление – это работа в ПНИ, работа с проживающими взрослыми с тяжелой ментальной инвалидностью и психическими нарушениями. Это проект по арт-терапии. Вот у нас есть чудесный арт-терапевт Кристина, она моя коллега, то есть арт-терапевт – это ее второе образование, она художница, и она с еще нашими замечательными коллегами, волонтерами ездит по нескольким ПНИ, рисует, проводит чаепития, праздники, общение. То есть это то, чего очень не хватает людям, чью жизнь кардинально мы не можем изменить сейчас, но можем сделать ее насыщенной событиями, эмоциями, чтобы люди реализовывались, саморазвивались, почувствовали тепло. Это тоже очень важно. Немножко схоже с тем, что вот даниловцы делают. Мне кажется, что это очень важное направление, которое нельзя бросать ни в какие кризисные ситуации. И также у нас очень важный проект подходит уже к концу, он длился 1,5 года. Это мы реализуем проект на средства президентского гранта, проект «Соломинка». Это вообще, наверное, проект моей жизни, если можно так сказать. Помощь родственникам тяжело больных людей. Ведь есть такая проблема, что все внимание оказывается именно тяжело больным, детям, взрослым. А родственники – это как бы такое обязательное бесплатное приложение к ним. Вот они несут свой крест, они должны ухаживать и не должны жаловаться. А если они плохо ухаживают и выгорают, значит, они, ну, не знаю, эгоисты какие-то или слабаки. Но это все не так, потому что мы, общаясь с мамами детей, инвалидов, видим, что они выгорают, в каком разном состоянии они бывают. Были совершенно чудовищные истории, когда жена уходила от мужа просто, от тяжело больного мужа, просто не в силах видеть, как он умирает, потому что вся родня со стороны мужа все повесила на нее. И поликлиника все повесила на нее. То есть на нее взвалилась огромная ответственность, плюс эмоционально очень тяжело смотреть, когда уходит твой человек любимый. Она просто развернулась и ушла. И ситуацию уже не изменить, тогда не было никакой психологической поддержки, никакой поддержки не было, ни материальной, ни волонтерской, и вот так грустно закончилась эта история, хотя все могло бы быть иначе. Таких историй очень много. И чтобы помочь таким родственникам,
которые ухаживают за тяжело больными детьми и взрослыми. Вот мы развернули большой проект на 4 региона, 4 волонтерские команды. И это и материальная помощь, и это психолог, который поддерживает онлайн и очно всех родственников, кому эта помощь нужна. И плюс к нам присоединился одним бочком проект фонда «Помоги.орг». Там есть такой робот Кузя, куда родственник тяжело больного человека может написать, попросить помощи, и если нужна психологическая помощь, они уже перекидывают таких людей на нашего психолога. Мне кажется, мы очень здорово сотрудничали, и жалко, что это заканчивается. Но, с другой стороны, не жалко, потому что я вижу, что эта тема начала звучать. И благодаря тому, что вопрос как-то поднят, уже другие фонды, я смотрю, тоже открыли вот такие программы помощи родственникам. Это и пространство общения, где есть психолог, и у Помоги.орг есть теперь группа для, я не знаю, для самих больных или родственников. То есть в какой-то мере наш проект, конечно, уникальный. Но я вижу, что в других фондах тоже появилась поддержка. Вот в Вальсрусе поддержка родственников. Это очень важно, и надо, чтобы эта тема звучала громче, чтобы пособие по уходу за больными, вот это то самое лоу, обязательно поднимали, потому что такие люди не могут работать, потому что они не могут работать, потому что они не могут оставить своего больного. И если они хоть как-то начнут перерабатывать, допустим, сиделка помогает, или там кто-то другой сменный родственник, то они потеряют это даже крошечное пособие, которое они получают. Это очень несправедливо. То есть это нужно менять, вот, и в обществе само отношение к родственникам, то есть они должны получить свою долю уважения и признания их заслуги неоценимые. И на государственном уровне, потому что пособие поднять это нужно по всей стране. И не только родителям детей-инвалидов, и ухаживающими за взрослыми. Вот, это мой манифест. Да, здорово. Мой манифест. Спасибо огромное. Да. Вот. А не могли бы вы немножко поподробнее рассказать, я когда познакомился с вами, относительно давно, и с благотворительным собранием «Все вместе», да, то вот эту вот какую-то начальную историю, вот, а как вы подружились с радио «Маяк» там и так далее, вот, на самом деле я не так много знаю про ваш фонд, но вот то, что я знаю, у меня вот эта связка, она какая-то очень такая и крепкая, и долгая, и, я так понимаю, она не только формальная, а у вас очень такие неформальные отношения. Вот как это все произошло, появилось, да, и какую роль вот именно радио, да, и в лице Александра, и вообще как вот такой эфир, что ли, вот для вас играет? Ну, изначально студия «Радиодиалог» – это такой журналистский проект социальный. Студия «Диалог» проводила не только радиопередачи, но организовывала фестивали, кинофестивали. И я уже сказала, что при передаче какое-то сформировалось общество людей, желающих помогать, и уже потом официально оформилась фонд. Также мы неразделимы со студией «Диалогом», потому что мы сидим в одном офисе. Вот, мы занимаем одну комнатку на 2 организации. Волонтеры, то есть сотрудники студии «Диалога» являются нашими волонтерами. Наши просьбы о помощи звучат на «Маяке», если не каждую передачу, то очень часто. И когда мы консультируем людей на горячей линии по благотворительности, мы обязательно делимся, если подходит организация, контактами тех организаций, которые приходят в эфир передачи «Адреса милосердия». И это знание, да, вот этой сети НКО очень помогает, потому что мы не все просьбы, совсем не все можем окучить, не всем можем помочь, но мы можем маршрутизировать, подсказать, какой фонд помогает в той или иной ситуации. И вот это бонус такой.
Ну, а если вот говорить все равно о таком охвате, он же действительно впечатляющий, и для вас это скорее некое такое бремя, потому что, ну, много просьб и так далее, или это, ну, какой-то баланс вы нашли, и, в общем-то, ну, нормально, потому что, ну, мне трудно оценить, сколько людей к вам обращаются за помощью после такой невероятной рекламы или еще что-то, вот как это? Мне кажется, как в каждой организации, когда люди обращаются за помощью, обращение намного больше, чем организация может помочь. И плюс идет отсев по формальным признакам. Часть просьб может быть просто отметена в том плане, что люди даже не попытались получить помощь от государства, не получили то, что положено там от ФСС, всякие коляски и так далее. Многие люди просто этого не знают. Мне жаль, что у нас нет юристов в фонде, но мне кажется, уже наработан такой опыт, когда уже знаешь примерно, какие просьбы действительно обоснованы, с какими-то можно отправить, например, к юристам в другую организацию. Почему хорошо, что мы друг друга знаем? К юристам фонда Правмира отправляем, в ЦЛП, в правовой навигатор отправляем. Сейчас уже физическая реабилитация в Петербурге тоже консультирует мам по тому, как вписывать индивидуальные ПЦР в ИПРУ. Я говорю такими, мне кажется, посторонний человек не поймет, о чем мы говорим. Вот, как получить то, что нужно? Нужно коляска по параметрам. Но иногда, несмотря на то, что у людей есть все права и законы вроде бы написанные, иногда все-таки приходится действовать срочно. Например, ребенку сделали операцию на ножке, и нужны срочные ортезы, а выбивание их через всю эту систему бюрократическую займет время, а времени этого нет. Тогда, конечно, мы беремся за сбор, потому что здоровье, оно дороже. Вот. Мне кажется, это принцип вообще многих фондов, которые занимаются адресной медицинской помощью. Вот так, Скажите, Ольга, да. а вот вы говорите, кому-то предлагаете, ну, обратиться куда-то, а вот эти другие фонды-то, они на вас не в обиде, мол, на нас сбагривают, или это как раз, ну, взаимно как бы такая открытая история, и всем все понятно? Ну, это взаимная история, потому что от других фондов к нам тоже прилетают просьбы. Поскольку мы каждую просьбу рассматриваем индивидуально, если там не хватает какого-то документа по какой-то уважительной причине, мы формально не отказываем, мы вникаем, мы готовы ждать, мы готовы запросить другие документы, косвенно подтверждающие то, о чем говорит человек. То есть, вот, мне кажется, такие индивидуальные истории, как покупка коровы в многодетной семье, чтобы у них было молоко, это не каждый фонд вообще за это возьмется. А мы беремся, мы любим очень красивые истории, которые можно рассказать по радио, о которых можно написать в соцсетях, потому что близость к отпечаток, накладывает отпечаток, как правильно. Вот. У нас, кстати, сейчас, мне кажется, в слушателях, зрителях есть замечательный наш новый коллега Андрей Зайцев. Я его вижу. Вот. Андрей, вы Он здесь? у нас появился год назад, но я его вижу, да. И это совершенно потрясающий человек, который владеет словом мастерски, пишет посты, ведет соцсети и делает рассылку. То, чего у нас не было, и чего нам ужасно не хватало. И вот я считаю, это наша большая удача, что наша команда, маленькая команда, приросла таким человеком. И вот хорошие истории, он умеет из них делать такую историю, в которую приходят жертвователи, откликаются. Потому что медленные сборы сейчас это бич для всех фондов. И если бы не Андрей, наверное, мы бы сидели бы, плакали от отчаяния. А он у нас молодец. Андрей, я очень рада, что ты к нам примкнул. Ольга, давайте тогда теперь все-таки переходить к вам. Расскажите тоже как такое видение, что ли, вот. А вы-то как директором стали? Это вообще чудесная история. Я по образованию и по первой профессии радиожурналист. И работала на разных радиостанциях. А потом в начале 200-х, как это называется, нулевых годов,
появилось такое явление у нас, как сетевая благотворительность. В соцсетях, в Одноклассниках очень, в живом журнале, кто знает, был такой Life Journal, он до сих пор еще жив, публиковались просьбы о помощи. Я была подписана на Катю Чистякову, фонд «Подари жизнь». Вот. Она писала про разных детей, очень тяжелых, просто ужасно тяжелых. Я за них очень страшно переживала. И тогда еще работала на радио, на одной радиостанции, получала очень большую зарплату. И я вот прямо вот всю зарплату пожертвовала, и этого хватило на 2 флакончика лекарства, которые обеспечивают 1 день жизни девочки. Я очень глубоко задумалась, как же выживать таким больным, как же справляться с таким родителем. И просто стала читать такие просьбы, думать. Угу. Я тогда водила всякий бизнес в эфир, думать, ну какой смысл, что этот банкир пиарится в эфире целый час, рассказывает про какие-то глупости. А рядом происходит такая трагедия, а он о ней не знает, и он ничего для этого не делает. Тогда я просто начала спамить, писать по всем контактам, которые рабочие контакты были, рассылала просьбы о помощи. Меня очень многие банили, и потом я познакомилась с собранием «Все вместе». С Катей Бермонт мы были косвенно знакомы, потому что ее муж и мой покойный муж первый вместе работали в одном журнале. И она говорит: Оля, ну ты же наша, давай приходи к нам работать, мы тебя научим заниматься благотворительностью правильно, а не спамить людей, не мучить. И какое-то время я что-то делала в собрании «Все вместе», пыталась быть координатором, как-то организовывать, выбивать взносы из тех, кто взносы не платил. Получалось у меня это плохо, потому что я человек очень добрый и не могу строго наседать. И когда в фонде «Адреса милосердия» образовалась вакансия директора, мне вот именно Катя Бермонт предложила, говорит: Толя, иди туда, фонд при радиопередаче, ты радиожурналист, ты увлечена благотворительностью, вот тебе там и место. Я очень долго сомневалась. Мне казалось, что моих мозгов не хватит, я не такой умный человек, у меня нет знаний в этой области, и вообще ответственность огромная. И мне говорили, что не волнуйся, у нас отличный бухгалтер, с ней нас не посадят. Это был такой аргумент. Можно становиться директором фонда, потому что хороший бухгалтер, с ним не посадят. Вот до сих пор чуть-чуть, сколько лет, полет нормальный, все хорошо. А предыдущий директор являлась учредительницей фонда, многодетная мама, и она решила, что ей нужно больше уделять внимание своим детям. Но поскольку они взяли на место одной многодетной мамы другую многодетную мать, они рассчитывали, что больше детей у меня не прибавится. Но они были жестоко разочарованы в своих ожиданиях, потому что еще родилось 2 ребенка, и, конечно, наша руководительница Оля Суворова, она хваталась за голову, говорит: Оля, что ты делаешь? Оля, только не новые дети. Ни в коем случае. Ну вот, иногда есть планы, иногда есть жизнь и чудо. Так что получилось, как получилось. Такой непутевый директор, который вот дважды многодетный. Да, очень здорово, спасибо. А скажите, Ольга, а почему вот когда Екатерина Бермонт вам предложила, а почему вы согласились? То есть все-таки, ну, вот вроде как говорите, и дети, и все, вот стать директором, это непросто. Директором не просто, но вообще понятие директор такое абстрактное было для меня. Я даже не понимала, на что я подписываюсь. Но просто важна была смена журналистики, причем такой журналистики, где я была продюсером. Я была журналист без микрофона, то есть я не могла влиять на что-то. Я могла просто привести гостя в эфир, найти его, уговорить, притащить, напоить кофе. И все. И я вижу, что смысла какого-то судьбоносного в этом нет. А благотворительность и
то бездна боли, которая вообще открылась после того, как просьба о помощи стали появляться в сетях, они сейчас такого нет. Мне кажется, раньше просто был расцвет в Одноклассниках, позже ВКонтакте. И я поняла, что вот здесь нерв, здесь нужна моя помощь, здесь работа будет благодарной, здесь работа будет иметь смысл. И хотя это совсем другие деньги, на порядок меньше, но тогда я вообще не думала о зарплатах и так далее. Просто было искреннее желание что-то изменить. Если не в мире, то хотя бы в жизни одного, двух, трех людей. И плюс тогда я еще подсоединилась к сбору в сетях одному взрослому больному, и тогда тема помощи взрослым больным вообще не звучала. Это был онкобольной врач из Узбекистана, из Ташкента. Он лечился в Москве, и тут ему уже помочь не могли, ему нужно было продолжать лечение в Израиле. И я познакомилась с ним, с его семьей, и пыталась привлечь ему помощь. И в процессе, кстати, очень забавная история, в процессе мы познакомились с Викой Агаджановой, она тогда занималась совсем другим, вот, и с Викой мы вместе собирали деньги вот этому товарищу Тимуру Аванесову, и впоследствии, когда на основе этой еще нескольких историй вырос проект помощи взрослым живой, а потом он превратился в фонд, я позвала Вику попробовать себя в качестве директора. Вот, мне кажется, один из моих талантов – это видеть людей. Может быть, не видеть, но предчувствовать, что в этом человеке что-то есть. И Вика стала блестящим директором. Просто мегакосмическим, галактическим директором благотворительного фонда. Это, я не знаю, помнит ли это Вика, но вот такая вещь. И мне кажется, вот такая же удача вот сейчас была позвать в адреса милосердия Андрея. Я надеюсь, что из этого вырастет что-то большее. Вот. Я, мне кажется, ответила на вопрос, почему сменила одну деятельность на другую. Но плюс то, что мы делаем, оно все-таки недалеко ушло от журналистики. Мы те же посты пишем, те же тексты. Мы можем их публиковать в СМИ, те, кто соглашается на наши текстики. Мы можем выступать по радио. Вот тебе и радиожурналистика. То есть та же работа, то есть те же навыки из моего образования и предыдущей работы пригождаются и здесь. Я считаю так. Да, спасибо большое. Давайте теперь немножко тоже про вас, но с другой стороны. А вот вы когда для себя, а может быть для ваших прекрасных детей, мама спрашивает, ребенок, а ты вообще как директор зачем? Вот как вы ответите? Вот вы как директор в фонде, а вы там вообще зачем? Ну, дети такого... Младшие дети гордятся. Они не задают такой вопрос. А старшие дети говорят, что мама, надо уже идти куда-то. Ну, не на пенсию, конечно, но, например, туда, где хорошая зарплата, например, где нет нервотрепки. Самые чудовищные нервотрепки, мне кажется, это подача заявки на грант в последний час, когда системы рушатся. А что такое планирование, мы не слышали. Сейчас, конечно, мы немножко дисциплинировались и уже не рискуем так. У меня был случай, что я отправляла заявку и просто рыдала, потому что все висит, у меня ничего не получается. Я просто рыдала, билась головой об стол, жаловалась коллегам, но каким-то чудом все получилось. Но у меня был нервный срыв серьезный. У меня немножко не тот психотип, чтобы быть директором, поэтому вопрос, мама, почему ты директор, я должна сама себе задавать. Потому что я эмотив, я могу усиливать команду, как член команды, но быть руководителем, кроме того, что я вот такой правильный заяц, который сидит под кустом в очочках, говорит, зверушки, там, уточки, вы не должны квакать, или лягушечки, вы не должны крякать, так нельзя. И никто особо тебя не слушает, пока ты не изобразишь из себя какого-то более хищного животного.
Это, конечно, тяжело. И плюс много-много лет на одном месте, оно тоже не для моего психотипа. Поэтому очень хорошо, что у нас новый проект. Это все-таки другая работа. Это более такое личностное общение с подопечным, потому что так, пришла заявка с документами, оценили, да, все хорошо, берем на сбор, собрали, купили, благодарственное письмо получили, и все. А тут работа с семьями, оказание такой волонтерской, психологической помощи, постоянные беседы. Если кто-то боится психолога, они почему-то не боятся общаться вот с директором. Они изливают душу, они пытаются дружить или хотя бы просто вот поддерживать связь, рассказывать свои новости. И это другое, это уже другой эмоциональный как бы настрой, меньше формализма, больше тепла, больше эмпатии. И вот да, в таком режиме можно жить. Надо менять просто какие-то направления. В рамках одного широкого русла можно немножко сюда пойти, немножко сюда. Моей жестикуляции не видно. Можно пойти чуть-чуть налево, чуть-чуть направо, и так вот по диагонали двигаться к одной цели, чтобы страданий в мире было меньше. А счастливых людей и здоровых больше. Да. Спасибо большое. Я забыл перед этим уточнить. А сколько у вас сотрудников в организации? Ну, вот волонтеров давайте не считать, а именно вот как сотрудников. Ну, сотрудников у нас по пальцам можно пересчитать. Я бухгалтер, Кристина уже исполнительный директор. Мне кажется, она больше делает, чем я, потому что она просто мегадеятельный человек, активная, энергичная, властная, всех нас дисциплинирует. Вообще без нее бы, наверное, фонд бы давно бы сдулся, как шарик на морозе. Аллочка здесь тоже. Алла Смирнова делопроизводитель. То есть все документы у нее в идеальном порядке. Она готовит документы к аудиту. Она выбивает из наших контрагентов все первичные документы. Это главная боль всех фондов, кто не перешел на электронный документооборот, потому что люди почему-то деньги они получили, товары они отгрузили, а отправить кому-то оригинал документов нет. Зачем? Кому-то это не нужно, это нужно нам. Поэтому без Аллы мы как без рук. Она очень ответственная, у нее все четко, и я ее очень люблю. И Андрей Зайцев ведет наши соцсети, рассылку, как я уже сказала, делает отчеты, красивые картиночки нам делает, и тоже генерит идеи, потому что у нас решения принимаются не директивно, а коллегиально. У нас каждую неделю, кстати, по инициативе Кристины идет такой мозговой штурм в понедельник, и намечаем работу на неделю вперед. Что забыли, что не охватили, что бы хорошо, что точно обязательно нужно, что делаем прямо сейчас, бросив все 7 минут. Это очень классно. А еще также я хотела сказать, что вот наш маленький коллектив, то есть получается 1, 2, 3, 4, 5 человек, волонтеров не считать членами коллектива очень сложно. Вот формально Саша Ветров и Вера Кузьмина, они же не сотрудники фонда «Адреса милосердия», но они ведут радиопередачу, без которой мы тоже потеряли бы половину жертв, потеряли половину известности, а может быть и больше, я даже не знаю. Вот. Мы не можем их не считать сотрудниками, ну, может, они формально не сотрудники, но они члены нашей команды. А также у нас есть наши арт-терапевты, которые ездят в ПНИ, тоже как их не считать. Вот есть Алсу Зябрева, она сама с инвалидностью, у нее ребенок с особенностями здоровья, она многодетная мама. И вот она как-то влилась уже давно в наш коллектив и участвует с нами в ярмарках, и вот ведет арт-терапевтические занятия. Я тоже считаю, что ее нельзя исключать. Вообще вот это деление по формальному признаку, оно только для Минюста и всяких грантов, но не для нас. Для меня она член команды. Да, это, очень важная, как сказать, корректировка, что ли, моей просьбы, и я здесь полностью признаю, да, что
так и должно быть, как вы говорите. И получается в сумме вас сколько? 9, 10, 11? Еще забыла нашего психолога, он у нас на время гранта работает, и также он является самоотверженным волонтером, потому что когда надо что-то куда-то очень далеко отвезти, он как-то без всяких разговоров берется и везет. Мне это всегда ставит в тупик, что вот есть люди-спасатели, которые готовы себя приносить в жертву, их приходится спасать от себя самих, потому что они перерабатывают, они в конце концов выгорают. Но он тоже такой же, мне кажется, член нашей команды. Ну вот не больше 10. Вот такой костяк, Я, мне собственно, кажется, это почему стал не спрашивать, больше. потому что потому что вы не раз упомянули, мы маленький фонд. И мне хочется понять, а что такое маленький фонд? Это вот там, ну, вот теперь я более-менее уже слышу, что это действительно вот, если по формальному признаку, да, это 5, 6, 7 сотрудников, но формального признака нет, потому что это одна команда, и вам очень трудно разделять между вот волонтер, не волонтер, потому что вы вместе что-то делаете, но все равно вот маленький, это вот, ну, не знаю, сколько, 10-12 человек получается. Вот для вас Ну, это маленький, правильно? штатных трое, штатных Ну, трое, штатные это уже совсем детали, да. да, это Ну, то кто-то на есть вот договоре, кто-то человек 12. самозанятый. А теперь вот хочется Да. действительно услышать, а как вы оцениваете, вопрос такой тоже достаточно механический, как вы оцениваете вот, ну что ли, охват вашей помощи? Вот, а в год вам скольким людям удается помочь? Ну, я пока без разделения. То есть то, что ваши как раз специалисты могут прийти и оказать вот какую-то поддержку человеку в ПНИ, конечно, это тоже помощь. Вот, скольким людям вы помогаете за год? Ну, условно. Ну, адресная оплата, ну, то, где проходит оплата, да, лечение, реабилитации, лекарства, ТСР, всякие вещи, не относящиеся к медицине, но которые относятся к улучшению жилья инвалидов. Это где-то около 70-80 человек в год, примерно цифра стабильная. Плюс 80 человек подопечные в ПНИ. Плюс мы не считаем еще раздачи вещевой, благотворительной, гуманитарной помощи вот в виде сумок с чем-то полезным. Тут охват гораздо больше, мне кажется, около 600, если брать регионы. Но вот психологическая помощь тоже так какие-то огромные цифры. Мы их еще не подбивали, потому что грант только заканчивается. Вот посчитаем, сколько нам удалось. Но психологическую помощь придется, наверное, свернуть, если мы не найдем жертвователя. А так вот этот год у нас был очень богатый на подопечных, их было много, и они были разные. То есть разные виды помощи оказывали. В следующем году попробуем сконцентрироваться на усилении вот адресной помощи медицинской и работе в ПНИ. Потому что работать по регионам все-таки тяжело. В каждом регионе свой лидер, у него свое видение, и как ты его там не увещевай, он привносит в работу свои привычки, свое понимание. Ну и, собственно, грант кончается, мы не можем брать дважды грант на одно и то же, и таких средств мы просто не поднимем сами. Можно я спрошу? Конечно. Олечка, да, ну, мне, во-первых, очень интересно то, что вы пригласили Андрея. Собственно, у нас вот такого Андрея в фонде тоже нету. И мне вот интересно, насколько, ну, как бы сказать, не просто имидж фонда или там образ фонда, а именно эффективность работы фонда, вернее, эффективность привлечения средств увеличилась. Вот как что-то удается отследить или нет? Как-то это сопоставимо ли с зарплатой? Андрей, мне кажется, ты можешь сказать, Да, ты я могу сказать. отслеживаешь, как у Смотрите, нас выросли пожертвования. мы можем говорить о том, спасибо большое за теплые слова, еще раз всех приветствую. Мы можем говорить о том, что мы видим наших частных жертвователей от буквально, не хочется говорить слово копеечных жертвователей, но вот нам действительно приходят переводы до рубля.
до крупных жертвователей, и мы их отслеживаем. Мы примерно понимаем месячную сумму. У нас очень хорошо для маленького фонда пошли ежемесячные рассылки. Я могу сказать так, что одна рассылка при затратах времени, там, ну не знаю, даже не времени, а суммы, да, она дает в среднем от 10 до 20 тысяч, с учетом того, что у нас примерно 519-520 подписчиков. Мне кажется, что 10-20 тысяч с 500 человек при ежемесячной рассылке – это очень хороший показатель. И, кроме того, у нас благодаря Кристине, и, ну и немножко мне, и Оле, и Оли, конечно, много, да, у нас сдвинулась ситуация, у нас начались удачные небольшие сборы на административную деятельность. Всегда очень сложно собирать на зарплату, но вот где-то с ноября мы немножечко изменили ситуацию, получилась удачная рассылка, и нам уже начали жертвовать не просто на адресную помощь, а на работу по фонда. Это вот первое, да, что рассылка работает. Второе, да, у нас есть небольшой грант в Одноклассниках, который дает нам денежку на рекламу. Мы не можем верифицироваться ВКонтакте, поскольку мы не являемся... У нас меньше 3000 подписчиков, а это очень строгая вещь. Но, тем не менее, реклама ВКонтакте нам тоже давала небольшой приход и дает. Нам давали деньги и реклама в Одноклассниках. Сейчас чуть-чуть хуже, но, возможно, это связано со спецификой ДЦП. Все-таки, поскольку как я сам человек с ДЦП, я понимаю, насколько тяжело попросить на ребенка с ДЦП, которому постоянно нужна помощь, которым постоянно нужна реабилитация. И беда многих фондов, я не буду называть имена, разумеется, в том, что люди пишут о ДЦП как вот, ну, о нечто абстрактном, да. А когда мы читаем те же письма мам, которые нам пишут, что она родила здорового ребенка по шкале Апгар, у нее было что-то, даже я не понимаю, о чем речь, да. А потом она начинает говорить слова, типа там спастическая диплегия, ТТПС, я это могу перевести на простой язык, а вот человек со стороны нет. И мне кажется, вот отвечая на ваш вопрос, да, вот эта возможность перевода с медицинского языка на человеческий, что человек может там взять ручку, человек может обнять маму. В этом смысле Оля молодец, она всегда дает обратную связь, и в этом смысле очень легко. Бывают такие, знаете, не эмоциональные директоры фондов, а бывают эмоциональные. И с Олей в этом смысле очень повезло, она всегда очень внимательная, очень открытая, и она выдает эмоцию, а мы понимаем, как журналисты, насколько важна эмоция. Вот, и я еще хотел сказать, что Оля отличается реактивностью в хорошем смысле слова, потому что она довольно быстро приняла меня на работу, и вот мы уже больше года сотрудничаем, и она отвечает на письма очень часто. Многие люди динамят этот вопрос. Ну ладно, это я отвлекся в сторону. Вот, я не знаю, если не ответил на Кристина, ваш вопрос, попробую не то... ответить на письмо. Если я ответил на ваш вопрос, то, в общем, так. Если нет, готов еще вам Да, друзья, рассказать спасибо что-то. огромное. Спасибо, да, я как-то вот, да, тоже вернулся. Не знаю, поможет ли перезагрузка. Андрей сейчас, ну, как сказать, дал нам тоже такой портрет Ольги, да, со стороны, за что огромное спасибо. Вижу, как Ольга улыбается. Вот, это действительно очень здорово. Вот. И все же, давайте вернемся. И все же, Ольга, я вот тот вопрос про детей, может быть, зря на детей отвлек. Для меня он не совсем такой как бы детский, а все же вот для вас как руководителя, вы достаточно давно руководите организацией, вот директорство, оно из чего состоит? Вот мне интересно, вот как вы для себя, каждый из руководителей очень по-своему это описывает, а вот для вас директорство, оно из чего складывается? Ну, все-таки вы директор. Ну, мне кажется, главная задача директора не испортить, не сломать то хорошее, что уже есть, и катится по накатанной колее, по рельсам идет. Не дать скатиться назад. Немножечко, хотя бы немножечко придать ускорение, чтобы какой-то прогресс пошел. Не дать случиться чему-то противозаконному, следить
чтобы все были честными, соблюдали букву, параграф, запятую. Но, слава богу, у нас с этим все отлично. И нам однажды лишь удалось, не повезло столкнуться с не очень честным человеком, который пытался к нам прийти на работу, но очень быстро это все дело заметили, пресекли и отсекли этого человека из команды. Вот. Мне кажется, задача директора не испортить, потому что фонд был уже с хорошей репутацией, у него уже была деятельность. И как всегда были тяжелые времена, либо в том смысле, либо в другом смысле, всегда что-то происходит. Мы всегда находим какое-то объяснение тому, почему у нас все не идеально, не на 100%. И когда у нас были плохие времена, еще была жива Оля Суворова, Царствие Небесное, она говорила: Олечка, у нас есть жертвователь, он дает нам 100 тысяч рублей в месяц, и не волнуйся, мы на 100 тысяч рублей в месяц оплатим детей, не переживай. У нас есть это, а дальше мы уже посмотрим, что будет. Мне кажется, задача не дать схлопнуться, не опуститься, не скатиться. Еще задача директора, но это может быть совершенно не директор, это может быть вообще любой сотрудник, который заинтересован в развитии организации, следить за всем новым. Например, то, чего еще раньше не было, а потом появились смс-ки. Мы сразу начали их внедрять. Этот короткий номер подключили, потом еще один подключили. Потом появилась возможность принимать на сайте. А ведь когда начинался фонд, не было такого. Был сайт просто с простыней из реквизитов, которые нужно было переписывать себе на листочек, либо в лучшем случае скачать квитанцию, распечатать ее где-нибудь на принтере, отнести дрожащими ручками бабушке в отделение Сбербанка. Раньше приходилось ездить за пожертвованиями просто по городу и давали наличные в руки. То есть когда и доверие было, и простота была, и не было технологичных всяких штук. А когда появились всякие штуки, за ними надо следить и внедрять, потому что они увеличивают легкость делать пожертвования, они увеличивают прозрачность организации. Почему мы, когда появились всякие площадки, занялись тем, чтобы везде верифицироваться? Мы все вместе, адреса милосердия одной из создателей всех вместе, так что там адреса милосердия изначально. В Добро Mail.ru вошли тоже давно. Сейчас верифицируемся на «Нужна помощь». Думаю, нужно верифицироваться на Благо.ру. Есть много-много всяких платформ, их все больше, и надо за ними следить, какие стоят труда, на какие надо еще посмотреть, как они развиваются, стоит ли с ними иметь дело, потому что любая платформа – это все равно отчетность, это дополнительная коммуникация, а нас мало. То есть взвешивать, что выгодно, что нет. Что принесет, может быть, даже какие-то потери в имидже, тогда мы с этим не связаны. Какие-то участия в каких-то мероприятиях, оно, наоборот, для имиджа хорошо, для повышения узнаваемости бренда, как говорят. Но это не будет ни одной копейки, мы проездим на такси больше, заплатим за парковку. И понимаю, что, это, конечно, красиво, когда наш стенд стоит на такой-то там ярмарке, но заработаем меньше, чем будут затраты. Поэтому Хорошо. директор, он, Смотрите. наверное, за этим следит. Да. Хотя это может быть не директор. Следить, на самом деле, мне это тоже как-то откликается, мне в чем-то это понятно, а я хочу все-таки попытаться дожать, а все-таки конкретно, в общем, это такие тоже общие слова, потому что, вы сказали, там, принять решение, там, на какой платформе регистрироваться, это непосредственно от вас зависит, то есть вы говорите вашей команде: я решил, регистрируемся, или нет, или все-таки я предлагаю. директорство, оно... Директорство, оно же может быть разное, это всегда зависит от типа личности. Я спрашиваю, что, ребята, есть ли смысл регистрироваться здесь? Подаем заявки? Подаем. Либо есть такая платформа. Плохие отзывы, не будем туда лезть. Не будем туда лезть. То есть всегда есть подстраховка, что кто-то в команде окажется умнее, и у кого-то есть сведения, которых нет у тебя. Это распределение ответственности, если что-то пойдет не так.
Вот ты мне дал плохой совет, например. Ну, что делать? Ну, бывает. Проехали. То есть никаких репрессий нет, за ошибки никто никого не избивает камнями. А бывают удачи, и тогда радуемся все. Мне кажется, вот быть директором маленького фонда может быть любой человек, который не планирует родить еще 10 детей. Простите, я влезу, Оля действительно очень демократичный человек, и у нас коллегиальное обсуждение, это правда, и это позволяет очень быстро реагировать на события, исправлять возможные ошибки. Это действительно огромное достоинство, это дает фонду мобильность. Все, больше не лезу. Спасибо Да, и в огромное. маленьком фонде своровать тяжелее, потому что все на виду. Кстати, все на виду, это надо очень даже мне пометить, да, это очень интересно. Ну, Вот, спасибо огромное. Ольга, вот вы тоже не раз упомянули о команде, и тогда вот, когда мы говорили о сотрудниках, волонтерах, ну, опять же, все-таки вы, ну, директор, руководитель, вот управление командой, вот для вас из чего складывается? Вот. Или вы не управляете, она сама управляется. Я не знаю, но вот как у вас как раз интерес в том, чтобы заглянуть внутрь и попытаться понять, как у вас все это устроено, как оно работает. Вот. вот в чем смысл хорошего директора? Ну, сейчас, если меня кто-то слышит из коллег, они, конечно, мне потом это припомнят. Когда команда работает сама, и директор вмешивается лишь тогда, когда что-то идет не так, когда кто-то там, ну, не знаю, заснул, пропал, не сдал вовремя. То есть надо следить за сроками и ставить задачи. Но опять-таки задачи может ставить и другой, более инициативный человек, у которого есть амбиции, который горит за дело, вот он не выгорает. Есть такие люди, которые выгорают, а есть люди, которые вот у них вечно, не знаю, как прилично сказать, вот свербит. Вот что мы медленные всякие, мы все делаем не так, а что мы там репу чешем. Ну, не знаю, извините меня за этот сленг. Когда такие люди есть, надо просто радоваться и дать им возможность реализовывать себя и просто удерживать, чтобы их не заносило на поворотах. Потому что есть такая вещь, как психология, и она очень помогает. Ты примерно представляешь, какой психотип, к какой работе более склонен. И вот он, допустим, пришел на одну должность, но ты видишь, что ему удается еще что-то другое, а что-то ему тяжело. И тогда даешь то, что ему доставляет удовольствие и дается легче, а какие-то сложные моменты можно отложить, переложить на другого, взять на себя и так далее. То есть, мне кажется, в любом Правильно. коллективе люди должны самореализовываться, быть счастливы. О, да, я себе тоже помечу сейчас. Самореализовываться, быть счастливыми. А правильно я понимаю вот вашу мысль, что для вас во многом управление, директорство, руководство – это как бы удержание вот неких таких границ, вот вы сказали, удержать от поворотов, там вот вы говорите, чтобы куда-то не скатилось. А как понять, в смысле не мне, а я имею в виду, как вы, может быть, для себя это понимаете, а где этот поворот, вот, а где эти вот не скатиться? То есть это какое-то внутреннее индивидуальное ваше чутье или нет? И что, получается, ваша как бы суть в том, чтобы вот это мониторить, и в случае чего схватить, вот, ну, как человек оступился, падает, его за рубашку хватаешь, чтобы он не упал. Вот так? Или я что-то неправильно понимаю? Ну, Юр, вот, например, такая история. У нас фонд, где много частных пожертвований, но от нас совершенно отвалились пожертвования от бизнеса. Потому что вот я сейчас пытаюсь писать письма нашим старым партнерам и вижу, что одна организация прошла банкротство, вторая проходит ликвидацию, третья весь ассортимент свой потеряла и переходит на отечественную продукцию, поэтому сейчас им, если я пришлю письмо, они обложат меня, не знаю, такими словами, наверное. И мы очень хотели найти новых партнеров, а иногда вот, наверное, многие коллеги с этим сталкивались, пишут, якобы «Газпром», или там еще какая-то компания Entertainment, я не знаю, как там, ну, какое-то название полуиностранное, такое очень-очень солидное название,
предлагают большое пожертвование на лечение детей и заваливают кучу документации, которую ты заполняешь, чтобы получить эти деньги, а потом они хотят, чтобы ты еще какую-то дополнительную финальную справку оплатил, которая стоит 40 тысяч, который вот бесповоротно верифицирует, что мы замечательный фонд, и тогда они нам переведут деньги. Это мошенники. И лекарство от принятия неверного решения, когда сотрудник один, если он один принимает решение, ведет переписку в надежде, что вау, я сейчас вот нам добуду большое пожертвование, меня похвалят. И даже не ради похвалят, но вот вам будет сюрприз, что я вам привел спонсора, у нас, не знаю, 1 миллион к нам на счет сейчас поступит. А это были мошенники. Вот чтобы не случилось такого, очень хорошо, что мы друг с другом каждую неделю коммуницируем и все обсуждаем. Инициатива – это, конечно, хорошо, но не в одиночку. То есть мы все теперь обсуждаем друг с другом. Я могу согласиться на какую-то авантюру, и мне кажется, что это прекрасно, но в этом случае, если это не прекрасно, ребята дадут мне по рукам, и это правильно. То есть мы друг друга поддерживаем и контролируем, и это безопасность для фонда, потому что есть мошенники, могут быть репутационные потери, что в благотворительности очень дорого обходится. Ну, вот я, кажется, сказала. То есть каждый может проявлять инициативу, управление минимальное, но вот это коллегиальное все время, контроль друг друга, он очень важен. В каких-то важных моментах. Кто как таблицу заполнил, это не важно, это не нужно контролировать. А вот внешние всякие связи с миром, это серьезно. Зло не дремлет. Да, спасибо. А как прокомментируете, ну вот в контексте сказанного, директор и ответственность? Вот как вы можете это прокомментировать? Директор – это ответственность. Если мы что-то не успели, и были у меня какие-то планы, я закрываю амбразуру с собой, планов у меня личных нет, и я бегу, исправляю наши косяки. Ну, все это решается нормальным планированием, но оно бывает не всегда, и раньше оно было вообще не всегда. То есть я достаточно безалаберный человек, к сожалению. Вот. Мне кажется, мы с Берхиным могли бы поспорить, кто более безалаберный. Но если вот надо спасать, то я еду, спасаю, сижу целый день где-нибудь в налоговой или в каком-то Сбербанке что-то получаю. Ну, если ради этого не надо уехать в отпуск, я не поеду в отпуск. То есть есть такая ответственность, когда ты понимаешь, что организация на тебе – это директор. Вот ты сам дурак вовремя все не спланировал, ну, просто нет никаких отговорок, почему ты не идешь и не спасаешь. Ты исправляешь свои ошибки. Это ответственность. Ну, также формальная ответственность, печать, подпись, всякие гранты подписываются директором. Но это уже формально. То есть это не очень сложно, но иногда, да, когда система висит, ты отправляешь какие-то отчеты по гранту всю ночь, нажимаешь одну и ту же кнопочку. Никому другому это не делегируешь, да, просто и право подписи у меня, и я не могу посадить волонтера, который будет тут сидеть с кружечкой какао и нажимать одну и ту же кнопочку, я ему просто не доверю этого. А как тогда прокомментируете, не обязательно по отношению к директору, а вообще и по отношению к вашей команде, и по отношению, ну да, скорее к вам или к команде, вот директор и свобода. А это как прокомментируете? Юра, я не знаю, на какой вопрос я сейчас отвечаю, но я хотела вот рассказать момент. Вот был ковид, и нас было обязательство, чтобы сколько-то процентов организации было привито. Я эти цифры не помню. То ли Да, я помню. 60. Да. В общем, какая-то бредовая цифра, а у нас из штатного состава привита была бухгалтер. У меня, по идее, должен был быть отвод по аутоиммунному заболеванию. Кто-то категорически не хотел, просто по идеологическим и разным причинам. И получилось, что у нас привито только 33%, и не хватает.
и вот надо сведения подавать завтра, и я плюнула, я поехала, и, сделала эту вакцину, после которой 2 дня лежала просто в температуре 40, но я как-то выжила. Я не знаю, вот это ответственность или что? Можно было бы побороться за права, я не знаю. Ну вот пошла, да, и принесла себя в жертву. Не знаю, что это. Может быть, глупость, может быть, я поэтому до сих пор какая-то не очень здоровый человек, но в тот момент очень не хотелось, чтобы нас, не знаю, прикрыли или оштрафовали, потому что грозили чем-то страшным. Сейчас все как-то рассосалось, да, никого этот вопрос не волнует. И тогда это было очень важно. Мне это тоже знакомо, у нас история похожая, потому что среди именно сотрудников, которых считали тогда, в то время, которые должны быть, у нас тоже была вот примерно такая же история, вот, и я себя утешал только тем, что я тоже пошел и сделал эту прививку, по крайней мере, моя совесть перед собой была чиста, что из этих 33%, у нас, по-моему, было 43%, какая разница, все равно они тоже не дотягивали, вот, и это было все очень действительно непросто, тем более, что из небольшого коллектива плюс-минус один человек, это уже минус там 15%, вот, и никак нельзя сбалансировать. Вот. Но здесь, да, очень откликается. Не знаю, как это назвать. Что это такое свобода? Герой, штаны с дырой. Что такое свобода, директор и свобода? Я даже не знаю, что такое директор и свобода. Директор – это не свобода. Я очень многого не могу себе позволить. Поскольку отчасти личность публичная, я, допустим, не такой известный директор, как очень многие другие, но в соцсетях уже приходится мониторить, что ты пишешь. Есть желание создать второй аккаунт и писать под псевдонимом, потому что вот эта писанина, она во мне с детства, я с детства писала рассказики, поэтому поступила на журфак в свое время, в газете работала. То есть писанина для меня очень много значит выражать свои мысли, но это не имеет никакого отношения к фонду. И своя личная раскрученная страница, она уже лучше, чтобы она использовалась для, опять-таки, нужд подопечных фонда. Если я могу как-то очень здорово рассказать историю какого-то ребенка или взрослого, и кто-то откликнется, и даже есть такие истории, что с одного поста вдруг появляется жертвователь, растроганный весь, прямо закрывает весь сбор. То есть, наверное, надо поберечь уже раскрученное имя для дела. Писать можно продолжать в заброшенный живой журнал. Если уж такие литераторские способности, или там книжку какую-нибудь кропать, которую можно издать через 10 лет, как себя утешаю. В этом плане, что вот это не свобода. Директор – это не свобода, это осознанная необходимость следить за базаром. Это тоже очень откликается. Но смотрите, я хотел, собственно, этим вопросом вернуться вот к тому, что вы сказали. Потрясающе, я даже себе пометил, вот, чтобы сотрудники были счастливыми. Вот. А чтобы вот они были счастливыми, команда ваша, как-то так, да? Вот. Понятно, что счастье без вот некой свободы самореализации, в том числе, достаточно трудно себе представить. И вот у меня вопрос. Вот вы как руководитель организации. С одной стороны, у вас, скажу совсем грубо, на самом деле, цинично, у вас конвейер. Передачи, вот это о вас, обращаются люди. Вот, как вы сказали, проверка бумаг, значит, там, благодарности, что-то там, отправка, условно говоря, там, чего-то нужного, да, там, кому-то одно, кому-то другое. Вот есть этот конвейер, конвейер как-то со свободой не вяжется, вот, и с самореализацией. А с другой стороны, вот есть стремление, чтобы были счастливыми. Вот как вы, как руководитель, вот этот баланс, что ли, ищете, или знаете его, или даете его людям? Вот как это достигается? При всем том, что вы уже так много сказали о себе, что вы, не обижайтесь, вы сказали много, что вы и тут не такая, и там не такая, и тут не это, и там не то. Вот. А как же им счастливыми-то? Вот как вы это видите-то? Вот. Со стороны, может быть, сотрудники о вас что-нибудь другое скажут. Но вот именно как это устроено у вас-то? Вот мне, чтобы быть счастливой, важно, чтобы у меня хватало времени на детей, и мне нравится работать на удаленке.
со времен ковида. Мне кажется, удаленка – это вообще гениальное изобретение человечества. Но коллективу не хватает меня в офисе. Они очень недовольны тем, что я работаю дома. И надо как-то, да, взять себя в руки и доезжать до офиса. Хотя тяжело, честно. Вот. Ну, наверное, нужно. Чтобы сотрудники были счастливыми, надо, чтобы они делали то, что им удается, чтобы не было насилия. Например, ну, может быть, я не знаю, если я отправлю Андрея работать с бизнесом, наверное, ему этого не захочется делать. У нас вообще, по-моему, работа с бизнесом – это такое серьезное провисание. Я даже сейчас записалась на курс по корпоративному фандрайзингу, я вот сейчас его изучаю. Мы пытались нанимать фандрайзера на работу с бизнесом. Это была очень красивая девушка, тоже из бизнеса. Она заказала себе визитки. У нее был прекрасный костюм, чудесная речь. Но она месяца 2 проходила, да, она получала зарплату, потом вернулась и сказала, мне ничего не удалось. Все, вернула и ушла. Настроена ушла. Поэтому человек должен делать то, что у него получается, что ему нравится. Пока что все делают то, что у них получается. И труд должен достойно оплачиваться. К сожалению, этот вопрос у нас немножко провисает. Но если мы будем более успешны в плане фандрайзинга на административную часть, мы имеем право немножко поднять зарплаты. Я об этом думаю. Это непонятно людям извне, жертвователям. Они считают, что каждое пожертвование копейка должна относиться вот на покупку лекарства, лечение, ТСР для ребенка, но они не думают о том, что кто-то сидит, проверяет, кто-то коммуницирует с продавцом, все это заказывает, выбирает, отправляет, кто-то пишет тексты, кто-то ведет соцсети, кто-то оплачивает сайт, кто-то этот сайт сделал, кто-то оплатил рекламу на регионы. То есть это невидимая работа, которая должна нормально оплачиваться, потому что мы хотим кушать, у нас есть семьи. Кристина многодетная, я дважды многодетная. Андрей на инвалидности, у него тоже семья, у него ребенок приемный. У Аллы супруг тоже требует уже внимания к его здоровью, ей самой. То есть мы все не роботы. И для того, чтобы человек был счастливым, он должен получать нормальную зарплату. Это тоже очень важно. Это то, что требует внимания регулярного. Плюс мы тоже нуждаемся в общении. Плюс, несмотря на то, что я сижу на удаленке, мне очень грустно, когда мы целый день не связались. То есть каждый делает свою работу, но я уже нуждаюсь в том, чтобы мы хотя бы переписались в общем чате, посмеялись, очень юмор выручает. Очень выручает тимбилдинг, который устраивает наша великолепная там Кристина и Саша Фетров. У нас бывают посиделки по поводу дня рождения или какого-то абстрактного праздника. У нас есть еще член попечительского совета Аня Белокрыльцева. Как же мы про нее забыли? Это тоже член команды. Неплохой директор, видите, под конец вспоминаю. Аня Белокрыльцева придумала праздник овцы косорукой. Это совершенно необъяснимое нечто, но мы все собираемся, веселимся, вкусно кушаем, вспоминаем какие-то байки. То есть это такое противодействие выгоранию, подпитка друг друга, поддержка в тяжелое время. Если у кого-то несчастье, все друг друга поддерживают. То есть, наверное, секрет счастья коллектива – это в том, чтобы быть семьей. Мы достаточно маленькие, и семья нам удается. То есть вот эта дружба, может быть, нарушение субординации. Внутренне она есть, но внешне она нарушается сплошь и рядом. И, коллеги меня троллят часто, я так обижаюсь, потом я научилась не обижаться, а со стороны люди говорят, ну почему ты позволяешь с тобой так разговаривать? Я говорю, ну нравится им, но меня это не задевает, но им смешно, и ради бога, пускай. Вот как-то так. То есть живые отношения, с кому-то не вмоготу, кто-то хочет уйти. Ну, уходи, ушел, попробовался в другой области, не получилось. Все-таки я вернусь. Приходи. То есть двери открыты всегда. И, я не знаю, все незаменимые, но если не вмоготу, никто тебя не будет мучить. Вот как-то так. Ну, а откройте секрет-то, вот все-таки, ну, не знаю,
паровоз-то должен ехать, конвейер должен работать. И как вот вы сказали, да, что с одной стороны, мне очень откликается, вот вы говорите, каждый пусть делает то, что у него получается. Это, безусловно, это очень круто. Ну а как вот в этом есть как бы что-то ваше, что-то директорское, из этого то, что получается соткать конвейер или что? Или, собственно, типа, ну, не получается, ну, значит, конвейер там где-то встанет, что-то не сработает, ну, типа, ну и ладно, так что ли? Вот, поясните. Смотри, вот фонд, он на самом деле такая машина. Когда у него есть репутация, сайт, соцсети, платежные системы, рассылка работает, регулярные посты выходят, передачи выходят. То есть это работающий механизм. На старте любому маленькому фонду нужна раскрутка. Но фонд наш маленький набрал обороты уже и едет. Надо следить вот на то, он и директор, чтобы видел, да, у нас проседает пожертвование, значит, надо что-то кардинально новое придумать. Выходим на какой-то новый СМИ, подключаем какие-то, не знаю что, какие-то QR-коды, какие-то объявления где-нибудь в подъезде. Ну, я не знаю, сейчас вот ерунду несу, может быть. Или, может быть, вписаться в какую-то мега-пупер ярмарку на каком-то там Планета.ру, как тоже было уже. Ну, то есть если видишь, что что-то не так, то включаешься. Но на самом деле это неправильно. Нужен или человек, который целиком направлен на развитие, новый человек, либо настолько хорошо наладить фандрайзинг, потому что в основном вся беда, она в финансах. Если их нет, нечем платить аренду, нет зарплаты, пожертвований настолько мало, что мы малому количеству детей можем помочь, там, из взрослых, нам просто стыдно. Думаешь, ну ради чего такая махина, что гора родила мышь. Ну как же так? Это уже крайняя ситуация, надо очень срочно включаться и какие-то экстренные меры принимать. Но когда все налажено и едет, да, хорошо было бы, чтобы был бы человек, который нацелен именно на развитие, причем не простое, а по геометрической прогрессии. Но не знаю, кому сейчас такое удается. Удается ли кому-то. Может быть, да. Вот я, конечно, смотрю фонд на «Подари жизнь», и всегда у меня слюни текут, и белая зависть. Но у нас тема спокойная, у нас ребятки с ДЦП, со всякими хроническими заболеваниями, мы острые темы не берем. У нас, как правило, не стоит вопрос о жизни и смерти. Вот это развитие, о Да. котором вы говорите, оно, действительно ли нужно? Я сейчас просто какую-то мою мысль давнюю, как вопрос тоже, да. Конечно, это такая сейчас мода современности, там все должно, не знаю, развиваться, набирать обороты или еще что-то. Ну, а с другой стороны, вот есть условно сельская поликлиника. Куда в смысле развиваться? Какой смысл развиваться, когда есть прямая работа или там сельская школа. Она, конечно, может меняться внутри с точки зрения каких-то, может быть, своих технологий там учебных, не знаю, там, или еще что-то. Но здесь речь никогда не может идти ни о каком прорыве там, или еще ни о чем-то, да или просто городская школа. Вот, тут есть такая задача тянуть лямку, вот, и все. То есть в этом смысле не развиваетесь вы, что? Почему вас это как-то печалит? Хорошая сельская школа или какая-нибудь деревенская амбулатория очень хорошо, когда они оснащены, когда хороший доктор, когда он есть, когда есть лекарства, перевязочные средства и нет антисанитарии, это чудесно. Конечно, да. Но они же никогда не станут условно институтом в этом селе. Они никогда не станут... им и не нужно. Какой-то супер. Так я об Андрей. этом. Можно мне сказать, Оля сказала очень важную вещь, я хочу ее еще более дополнить. У маленькой сельской поликлиники есть государственный бюджет. У нас нет государственного бюджета. Если я же не сравниваю по бюджетам. То есть нам все время надо двигаться, чтобы выживать. Я только это хотел сказать. К сожалению, мы не можем... Про двигаться, выживать, да, но я имел в виду, что вот я откликнулся, что мы не развиваемся. Я хотел уточнить, почему важно развиваться. То есть... Теперь можно я скажу? Потому что сельская поликлиника, она обеспечивает, допустим, всех жителей села.
Туда не придут больные из другого села, не приедут из столицы. Я думаю, что она удовлетворяет все нужды. И максимум, что там можно сделать, еще маленькую ветлечебницу на задворках пристроить. А в благотворительном фонде, каким бы он ни был большой, большим или маленьким, и даже если большой, даже если такой большой, как «Подари жизнь», всегда просьб больше. Беды и больных в России всегда больше. И с этим не справляется ни государство, ни все фонды. Если бы были закрыты все просьбы, если бы все получали все, что им нужно от государства, то фонды бы закрылись. Если бы было искоренено все зло, все болезни, фондов бы просто не было, и это было бы финальное, окончательное счастье. Мы бы пошли, не знаю, рисовать, петь, не знаю, книжки писать, подметать, ну, все что угодно делать, но только не просить деньги. Это непросто, просить деньги. Беды столько, что оставаться маленьким просто обидно, потому что есть это зерно, есть механизм, который можно бесконечно раскручивать и выводить на новые мощности и помогать все большему количеству детей, взрослых, не знаю, ПНИ, каким-то многодетным семьям, у которых просто мама лежит в больнице, а дети варят манку на воде. Беды столько, ну, поле для деятельности огромное, и в этом свобода. Ты можешь выбрать то, что тебе по душе, и развивать, и вкладываться туда, и привлекать помощников, чтобы не быть одному в поле воина. Это бесконечность просто. Пока что у нас до заката благотворительности далеко. Я думаю, мы без работы не останемся. Были бы пожертвования. Потому что без денег ты очень мало что можешь сделать. Могу пожалеть, по головке погладить, посидеть с ребеночком чужим, пока мама там, не знаю, душ примет. Вот это я могу. Но это же не то, чего мы хотим. А чего мы хотим? Ну, счастье во всем в России хотя бы. Чтобы меньше было больных, голодных, за чертой бедности. Чтобы все дети получали свои лекарства и не умирали от отсутствия лекарств, не горбились в неудобных колясках, не получали бы дополнительных травм из-за того, что у них коляска какая-то не такая и так далее. Или Можно что я дурацкий протез. отреагирую? Да. Вы сказали, как-то вот не просто просить деньги. Ну, в общем, меня вот тронула фраза «просить деньги». И я вдруг подумал, что действительно, с одной стороны, как бы одно из лиц фонда, одно из, ну, как бы то, как он явлен вовне, это, ну, условно, вот такой проситель, да, ну, хотите, если унизительно, такой попрошайка. А что вот как бы с другой его стороны? Ведь фонд же к этому не сводится. Вот для вас, как человека, который в этом уже очень много лет и побыл во всех ролях, вот это что еще? Но с другой стороны, это жертвователи, которым очень важно сделать доброе дело и убедиться, что сделанная им вот внесенная лепта, она не пропала зря, что действительно есть эффект, что помощь дошла до получателя. И поэтому, конечно, то, о чем я не упомянула, должна была, наверное, чуть ли не в первую очередь, что мы же такая площадка для того, чтобы соединить жертвователей с теми, кому нужна помощь. И внимание жертвователю уделяется не меньше. Мы их благодарим. Если у жертвователя есть потребность как-то получить обратную связь не только в виде документов финансового отчета, и не только фотографию ребенка там в коляске или с кроватью, или с игрушкой, или с небулайзером, условно. Некоторые хотят прямого контакта. И 20 раз объяснив, почему этого делать не надо, но точно зная, что и тот, и другой порядочные люди, мы их знакомим, может быть, через какое-то время. Но эти истории иногда заканчиваются тем, что подопечный радостно вешается на шею своему избавителю, просит его снова и снова, об этом мы предупреждаем. И, конечно, это часто разочаровывает людей, но если очень настойчивый жертвователь, ему важно вот увидеть глаза, ему
важна эмоция, потому что эмоция, ну, она не очень передается через фотографию, даже если мама записала видео. Вот кто-то хочет потрогать, вот знаете, как пальцы в рану вложить, вот почувствовать, что я важен. Возможно, это для кого-то первый шаг, и потому он так трепетно относится. Я же тоже начала с того, что я поехала знакомиться с семьей вот этого взрослого больного, и я смотрела, как он меряет давление, как он сидит с капельницей. Для меня это был целый переворот. Для кого-то, может быть, вот это участие в судьбе человека – это новое направление в его жизни. И как я могу его на этом останавливать, ставить всякие фильтры. Поэтому к жертве мы относимся очень трепетно. Наши помощники, доноры, дарители, можно по-разному называть. Вот. С такой одной просьбой у нас появился друг фонда. Просьба еще была озвучена по радиостанции, которая ныне уже закрыта. И человек отозвался, и уже много лет с нами, уже больше 10 лет. Он поддерживает наших больных, он помогает нам выплачивать зарплаты, чтобы мы не брали из пожертвований. Он, когда имеет возможность из-за границы привезти лекарства, он привозит лекарства. Когда не было вообще никаких технологий, он сам делал отчеты. Потому что я не дружила с Excel, он делал идеальную таблицу. Человек там, топ-менеджер, не знаю, с 5 работами, ну, у него 5 детей, у него 3 работы, я это немножко преувеличила с работами, делал нам отчеты, делал какое-то красивое на пенокартоне, что-то печатал для нашего какого-то памятного вечера, чтобы у нас была красивая таблица, какая-то красивая картинка, что мы смогли сделать, итоги работы. То есть вот такие люди, они, на что они, ну, не клюют, это, конечно, слово такое странное, но за что они цепляются? За просьбу о помощи, за желание увидеть глаза в глаза подопечного. И потом вот некоторые люди остаются с нами. Кто-то на ярмарку к нам пришел, купил игрушку, посмотрел на нас и стал нашим жертвователем постоянно. Вот есть и такие истории. То есть вот тот личный контакт, он важен. Почему я не соглашусь с тем, что это конвейер? Ну, с одной стороны, он конвейер, но мы периодически сталкиваемся с людьми очень близко. Кто-то приходит к нам в офис без предупреждения. Однажды пришла к нам мама с коляской, с грудным ребенком. Причем они молдаване, а мы не россиянам не помогаем. Приехали лечить гемоангиому, то есть у ребенка по лица было такое родимое пятно бугристое, просто месиво, то есть из лица не было не видно. Мама приехала, плюс к тому, что им даже было есть нечего. То есть я не в офисе, меня занятала, тут пришли прям с коляской в офисе, даже ждут, я хватаюсь за голову. По дороге я покупаю какое-то детское питание, памперсы, тащу все это в офис, и там действительно мама с ребенком, и ребенок, который к тому же болеет, температурой его тошнит. То есть это просто жесть. Но после такого невозможно человека, даже если он не россиянин, просто ему отказать. Это было нереально. И включили судьбу девочки, нашли ей врачей, нашли еще несколько организаций, которые работают с такими болезнями. И много раз ей оказывали помощь. Потом эта девочка выросла, ей настолько хорошо сделали личико, то есть у нее убрали большую часть опухолей, какие-то остались легкие рубцы, но это красивая девочка, у которой никто не тычет пальцем, она учится, расцветает. Потом нам в благодарность привезли огромную мороженую рыбину. Что была беда. У меня до сих пор дома лежит сломанный керамический нож, которым я пыталась распилить эту рыбину на куски, чтобы выпихать ее в морозилку. То есть вот такие истории, они позволяют не ощущать, что это конвейер. Ты живешь от истории к истории. То пришел к нам человек с болезнью Бехтерева, с Агбеной, набрал у нас вкусняшек, а потом он стал звонить каждую неделю. А что у вас есть? Мы говорим, ну вот есть то-то, то-то, кокосовый напиток, там еще что-то. Это я уже взял, это уже неинтересно. А что-нибудь другое есть? Я уже даю фонды, которые помогают едой. Человек живет на пенсии, а кормляется во всех фондах, где дают еду. Ну вот у него прикол такой. Может быть, он вечно голодный, может, у него склад с продуктами дает уверенность в завтрашнем дне. Ну, такие смешные люди. То есть общение, оно, ну, это юмор, это как-то так по-доброму хихикаешь, какие бывают люди чудные.
Даже если ты ничем не помог, ну, какой-то этот визит веселит. Вот, перебросили словами. Это живая работа с людьми. Так что конвейер – это на фабрике конвейер. У нас жизнь через руки проходит. Андрей. Знаете, я опять хочу влезть. Действительно, нам с Олей очень сильно повезло. Потому что конвейер это про меня. Вот я сижу за сайтом, да, и сижу там за рассылками, сижу за таблицами, и я не могу быть таким теплым, как Оля. Вот я слушаю Олю и думаю, что я бы давно этих людей, я не знаю, честно слово, я позже пришел. Но вот я бы человека, который звонил раз в неделю и просил, что у вас есть, ну не послал бы, ну выгнал. Я в этом смысле очень жесткий, в НКО я жесткий. А с Олей повезло в том смысле, что она не теряет сочувствия. Я такой, не знаю, технократ, что ли, ну вот не знаю, как описать. И в этом смысле с Олей очень хорошо, потому что она сочувствует людям. А я сочувствую только некоторым маленьким девочкам в ДЦП, поскольку они меня пробивают. Ну вот правда, очень нам повезло. Извините, что я опять влез. Да, спасибо огромное. Спасибо. На две реплики ваши обращу внимание. Вот вы сказали, что участие в судьбе человека. И тут же вот раскрыли это вот этими историями и дальше сказали, как жизнь через руки проходит. Но пришли-то вы к этому, да, рассказывая о благотворителях. И я сначала подумал, что вот так оно, наверное, и есть, да, что участие в судьбе человека не только тех, кому помогаете, но и тех, кого вы соединяете, да, с теми, кому помогать, то есть тех, кто помогает. Вот правильно понял, что это вот и про тех, и про других? Это про тех и про других, это про благотворителей и мой пример, потому что мне это понятно, что столкновение с больным человеком, чью судьбу ты можешь изменить, это огромный волнующий опыт. То есть как меня это вывело, да, вот на благотворительность, как нашего жертвователя Дмитрия. Многих людей. Вот у нас есть чудесные друзья йоги, есть такая Элеонора и ее друзья-йоги, они периодически проводят какую-то свою практику платную, то есть участие платное, они не только собирают деньги, но они молятся еще о здоровье этого человека, они как какие-то там лучи добра посылают, практика Рамадаса называется. Для них это важно. Они выбирают на сайте человека, которому они посвятят свой вечер, которому они посвятят свои мысли, не только деньги. Это для них важно, поэтому делаем все, чтобы жертвователь тоже остался доволен, уверен в том, что все чисто, прозрачно. Кто-то говорит? Нет? Вот. И что действительно эта помощь важна в жизни подопечного. Потому что бывают такие люди, которым почему-то не хочется помочь. Им мы помогаем чисто технически за счет работы конвейера. Вот есть безадресное пожертвование, их собрали в кучку, закрыли этот сбор. Но есть люди, ты чувствуешь, что у них беда, да, онкобольная девушка, у которой вся жизнь впереди, и ей не хватает денег, чтобы ездить на капельницы свои. И это где-то регионы, где нет социального такси. Вот этим людям нужна помощь, и им было важно помочь этой девушке, чтобы ее жизнь продолжалась. То есть, видимо, им это плюсик в карму. Мы не знаем, у кого какие мотивы войти в благотворительность и начать помогать. Но мы обязаны каждому предоставить возможность делать это так, чтобы им было удобно, чтобы они закрыли вот свою какую-то проблему, свой гештальт. Например, у нас был жертвователь, у которого самого была под вопросом онкология, и он спохватился и решил, что он должен делать добрые дела, и он действительно оплачивал кучу наших детей подопечных, а потом, когда с него сняли этот диагноз, он резко перестал заниматься благотворительностью. То ли он решил, что больше не надо, то ли он решил, что он себя отмолил добрыми делами, отмазал. Этого больше нет. Не появляется на горизонте. И надо учиться не осуждать никого. Потому что поначалу была, конечно, обида, когда отваливается какая-то компания каким-то странным предлогом или не отвечает на письмо. У меня каждый раз вскипает обида. Я даже работала с коучем.
пыталась научиться принимать отказы. И вот страх получить отказ до сих пор меня тормозит, поэтому я не обращаюсь к бизнесу. И поэтому я сейчас обучаюсь корпоративному фандрайзингу, чтобы, наконец, изжить этот идиотский страх отказа. Вот. Как-то так. Правильно ли я понимаю, что быть директором – это в том числе изживать что-то в себе, что мешает работать? Вот. Да, я работала с коучем над своей неорганизованностью, над планированием, над личными границами и над вот этот вот страх получить отказ, работы с отказами. И вроде бы пока ты работаешь, все хорошо, потом ты съезжаешь. То есть либо нужен другой коуч, либо другие методы. Попробуем просто поучиться. Ибо жизнь сильнее. Никакой ответственности. Да, Ольга, да. я очень благодарен. Честно говоря, я уже 1,5 часа задаю вопросы. Может быть, у кого-то из наших гостей, участников есть вопросы или комментарии. Я еще раз, да, прошу прощения за поломки со связью, и поэтому я иногда как-то неловко, может быть, встревал и был немножко отвлечен не туда, потому что меня это напрягает, честно говоря, когда я половину слышу, половину не слышу. Вот. Друзья, есть ли у вас вопросы к Ольге? Вот уже кто-то и включался, да, и Ольга другая. Андрей, может быть, вы хотели Да, вы тоже знаете, у меня что-то есть короткий дополнить? комментарий, потому что Да-да. со стороны может кажется, что мы такие, ну, что ли, эмоциональные, добрые и несистемные, но на самом деле вот за этот год, за который я работаю, я могу сказать, что у нас фонд быстрого реагирования. Мы действительно все даже сложные вопросы решаем быстро. У нас, ну вот для сравнения, я пришел в фонд в октябре, в феврале у нас был новый сайт на WordPress. Это очень быстро для фонда. Мы сделали его с нуля. И то же самое, мы поговорили с Олей, да, и я Оле говорю: Оля, вот ты знаешь, нам кажется, нужны ежемесячные отчеты. И во многих фондах говорят: я подумаю, мне надо посоветоваться с топ-менеджером, а у нас еще есть там попечительский совет, а вдруг это не пойдет. Оля говорит: хочешь, пробуй. И у нее всегда есть на нас время в том смысле, что, ну, как это объяснить, знаете, директора НКО, они обычно, я сам был какое-то время директором, я помню, я себя не узнавал, они очень замотаны, они считают, что только у них много дел. И это очень сильно тормозит работу фонда. Оля всегда на связи. Оля, ну, как всегда, но все-таки мы стараемся ночью ей не звонить, вот правда. И в этом смысле, вот маленький фонд, чем мне нравится работать в маленьком фонде, да, тем, что вот мы, ну, все решения принимаются быстро, будь то это рассылка, да, будь то это какая-то опечатка, будь то это какая-то фотография, но вот, ну, бывает всякое. И это очень большое достоинство Оли, что она создала команду, которая мобильная, и это наш козырь. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать, а то, может быть, со стороны кажется, что мы только там чаи пьем и плачем. Нет, мы очень много делаем. Андрей, спасибо огромное. Вы, на мой взгляд, очень даже подтвердили все то, до чего я пытался докопаться. Может быть, вот не совсем как-то понятно, но вот примерно об этом. Вот до этого парадокса, что, ну, у меня, конечно, не сложилось впечатление, что вы чай пьете ни в коем случае, но вот я пытался как раз у Ольги и выспросить, как же так получается, что вроде как что-то и не то, и вроде здесь как-то так и не так, вроде как-то что-то не так, а в то же время что-то происходит, что-то очень значимое, и причем вот ваша фраза, она, ну, для меня совсем, ну, как бы даже как резюме, вот, потому что, может быть, даже Ольга что-то такое обмолвила, фонд быстрого реагирования. Ну, быстро можно реагировать только если, ну, это какая-то слаженная история конкретная, история что-то понимающая, вот, что быстрая реакция, она очень дорого стоит на самом деле. Вот, и я пытался вот докопаться, где же здесь вот это вот прячется роль вот этого руководителя, вот, как же это так, вот, что это происходит, что это вообще возможно. Вот, какие-то ответы для себя я получил. Ольга, на самом деле, мимоходом, да, упомянула какие-то вещи из каких-то моего списка более формальных вопросов, и поэтому я их не стал задавать, как-то почувствовав направление,
там и по отношению к команде, там и по отношению к другим вещам, вот, и не стал дожимать, а вот здесь мне очень хотелось, может быть, не очень получилось, но вот как же это вот такой вот фонд, который вроде как не очень, а вроде как даже быстрого реагирования. Как-то так получается. Вот. Мне Ольга, очень повезло с командой. Ну, мне просто очень-очень-очень повезло, бесконечно повезло попасть в хороший фонд, с хорошей историей, с великолепными учредителями. И Кристина на самом деле была в этом фонде еще до меня, просто когда я пришла, она там куда-то отвлеклась, я не знаю. Я вообще даже не помню, каким образом Кристина вернулась. Кристина автор вот этого конвертика, это символ фонда, вот этот наш логотип конвертик, это она нарисовала. То есть это такой, мне кажется, у нее даже больше прав олицетворяться с адресами милосердия, чем у меня. И вот я бы на самом деле, если я уйду на пенсию, и через год, как дважды многодетная мать, я Мы тебя могу не уйти через отпустим год на на пенсию. пенсию и жить на 11 тысяч рублей. Я бы хотела, конечно, видеть лидером команды Кристину. Это просто огонь. Если я такой тормоз, то она огонь. Я могу идеи подавать, могу помогать. Я очень люблю помогать. Когда я привожу машину с гуманитаркой, я очень люблю ее таскать на себе. Я не знаю, что это такое. Или это мазохизм. Я не знаю, что это. Вот мне даже вот мой коуч так и не сказал. Он мне не смог объяснить, что это. Я говорю, а вы что думаете? Коуч, они так работают. А что вы об этом думаете? нет, подождите, То Ольга, есть но мне вы же дико мне все повезло с сказали уже. командой. Такие люди собрались. Нет, Такие вы же люди мне все собрались. сказали. Мне просто повезло среди них работать. Это вы же сказали, что все надо, как это сказать, пропустить через руки, да? Но там фраза как, блин, я уже Да? столько записал за вами, что я ее уже Да, потерял. да, да. Это вот история, проходящая через руки. Вот, собственно, коуч ничего не понимает. Даже Всё груз надо про себя пропустить сказали. через руки. Да, вот, как-то вот вы классно сказали, я потом Надо найду. потаскать лично. Вот, да. Друзья, есть у вас вопросы к Ольге? А, Людмила, Ольга, и вот у нас там Татьяна есть еще. Да, У меня Людмила, вопроса пожалуйста. нету. Я вот хотела сказать, что только недавно столкнулась с тем, что попала тоже в такую семейную ситуацию, где нужно было срочно как-то кого-то найти, чтобы нам помогли. И я вот тогда еще подумала, неужели нету такого какой-то организации, да, что, которая бы связала одного человека с другим, который тот, кому нужна помощь, тот, кто готов помогать. Вот почему-то у меня такая мысль промелькнула, думаю, ну, наверное, она есть. Но поскольку было совсем некогда этим заниматься, и тут я вижу, что такой будет вебинар, говорю, ну, надо же, оно уже есть, его уже придумали. И вот я была сегодня очень как бы удивлена, что такая, ну, вы маленькая организация, так долго работаете. Вот, я про вас почитаю повнимательнее, мне это очень все хорошо откликнулось. Вот, спасибо вам. Да, спасибо, Спасибо вам Людмила, большое. вам. Да. Если нужна помощь, то всегда обращайтесь. Если не мы, то свяжем с теми, кто поможет. Очень Нет, приятно спасибо. Сейчас смотреть вот на то, порядке. как делается дело и помощь оказывается. Да, Кстати, спасибо. одна Дай из бог. редких тем, ну, видимо, во многом благодаря тому, что я об этом мало спрашиваю, но одна из редких тем – это вот такое вот взаимодополнение, взаимное партнерство со многими организациями, и, безусловно, адреса милосердия этим славятся. Вот, во-первых, ну, потому что долгая история, и многие родились уже, скажем, на глазах адресов милосердия. Вот, и уже заранее с уважением наверняка к вам относятся. Но, тем не менее, все равно это далеко же не у всех. Далеко не все умеют так и дружить, и, ну, скажу по-доброму, сбагривать кого-нибудь, кому-нибудь. Вот, это тоже, так сказать, непросто. А знаете, я опять лезу. Дело в том, что я тоже доволен благотворительности с перерывами, и я могу сказать, что я вот коллегам испытываю только чувство благодарности. Да, к той же Майе Сониной, которую я считаю своим учителем в благотворительности, там, к Саше Славянскому, у которой я работал директором фонда, вот сейчас с Олей Гармоненко, у которых семьи СМА.
И я могу сказать, что вот это взаимное обогащение опытом. Ты, с одной стороны, можешь предотвратить какие-то ошибки, потому что коллеги уже обожглись. С другой стороны, ты можешь им сказать: ребята, можно сделать вот так и так, у нас это сработало, сработает и у вас. И мне очень нравится, потому что, ну, простите, даже там в закрытых благотворительных сообществах коллеги иногда очень боятся что-то конкретное сказать, потому что, ну, уведут там или что-то. И вот когда есть такая конфронтация, это совсем плохо. В этом смысле мне Оля очень сильно импонирует. И отзывы о ней были хорошие, когда я сюда шел. Но это так. Да, уж. Спасибо, Андрей. Видите, какая поддержка. Можно я добавлю буквально несколько слов? Да. Я хотела сказать вот то, что мы, я была на вебинаре таком же с Джамилей, и она поднимала тему о выгорании и о том, что очень важно уделять внимание семье и здоровью. И вот тоже то, о чем я хочу сказать и я. Я упустила своих старших детей, выгорая на работе. Я просто дневала, ночевала только на работе. И я бы очень сейчас не хотела упустить младших. Поэтому я ищу этот баланс, потому что они 9 и 10 лет. И у них 4 года назад не стало папы. И очень важно, чтобы у них была мама, а не просто мама-директор, которой можно позвонить на работу. Вот, я пытаюсь совмещать и то, и другое. И да, своим здоровьем надо заниматься. Я сейчас похватилась, немножко поздно, но я думаю, все еще поправимо. Ну, нельзя спасать других и забивать на себя и на свою семью. Вот нужен баланс. Ребята, хотите, там, тушка, чучело, но чекап должен быть какой-то хобби должно быть. Я, например, хожу на кунг-фу и пою, но сейчас нет голоса, я уже не пою. Не знаю, А вернется. я ножи хочу. Ну, вот так вот, как-то Но так. в жертву не кидаю. И ты еще коптильню купил. Да, я копчу. Я когда вот в марте купил коптильню, мне теперь я дома копчу и точу ножи. Ну вот такие у меня хобби. Да, коптильня, это можно только завидовать. Отлично. Ольга, у меня есть один из таких завершающих вопросов, который я часто задаю всем. Ну, кому-то успеваю, кому-то нет. Немножко его уже предвосхитил Андрей, говоря о своих учителях. А вот для вас, кто является, ну, может быть, не учителем, ну, если есть учителя в благотворительности, еще лучше, если нет, может быть, каким-то примером или хотя бы тем, на кого вы иногда посматриваете. Вот. Ну вот мой первый вдохновитель – это, конечно, Катя Чистякова. Ну, все знают Катю Чистякову, наверное. Это фонд «Подари жизнь», она была директором, сейчас она чем-то другим занимается. Вот. Галя Чаликова, да, но вот как-то Катя, она человек, через которого я зашла, погрузилась в этот океан безбрежный. Катя Бермонт, вот, Оля Суворова, Царство Небесное, безусловно. Катя Бермонт меня учила, ну, я же новичок такой, я вот чуть-чуть было не привлекла пожертвование за откат. Она говорит: Оля, все, это будет конец фонда, если ты это сделаешь. То есть, грубо говоря, фирма готова была пожертвовать, не знаю, 1 миллион и 100 тысяч запросить обратно. Этого делать ни в коем случае нельзя, это все. Ну, можно сразу увольняться. Или сразу собирать вещи и куда-нибудь идти садиться в КПЗ. Кто еще? Вот ученик, который превзошел учителя, это, наверное, Вика Агаджанова, потому что ее потребовалось чуть-чуть ввести в курс дела, и она просто взлетела как звезда. И я на нее смотрю, кусаю локти, что я так не могу. Она просто феерически вывела фонд «Живой» на какие-то высоты необъятные. Таня Константинова, вы знаете такую нашу коллегу? Она тоже пришла ко мне как бы на стажировку, чтобы я объяснила, что к чему. И тоже совершенно феерический человек, который очень мощный стал руководитель благотворительности. То есть вот, наверное, есть талант замечать людей и талант обучать. Ну и помогать, накидывать идеи. Я не знаю, насколько я достойный человек для директорского поста, просто никто не хочет этой ответственности, а я не умею говорить «нет».
когда-то я согласилась и до сих пор расплачиваюсь за это. Но надеюсь, что на пенсии мне будет не стыдно за не бесцельно прожитые годы в фонде адреса милосердия. Да. Андрей, Спасибо, Ольга. за голову хватается. А вот про... Вот вы сравниваете себя, да, с Викой Агаджановой. Ну а в чем разница? Вы уже не первый раз сегодня сравниваете, поэтому я за это цепляюсь. Вы говорите, Но вот я она не так, сравниваю, я нет. говорю, что Не, восхищать. ну Давайте так, просто, корректно. Более, да, я да, восхищаюсь, да. Вот да. если говорить об учителях, то скорее, наверное, она учитель. Вот ее смелость, решительность, амбициозность, какой-то охват, что можно помогать и больницам, и на другую страну замахнуться, и не бояться каких-то вещей, которые мы боимся делать, там, допустим, начать принимать пожертвования, допустим, из-за границы. То есть вот я как-то вот иду по такой безопасной тропе. А есть люди, у которых мышление гораздо шире, они более креативные, вот как-то они и с бизнесом умеют разговаривать. Я таким людям, конечно, людьми восхищаюсь, учусь у них безуспешно. Вот еще Володя Берхин меня очень-очень трогает его посты. Он так умеет писать тексты, что даже ты, будучи директором другого фонда, вынимаешь кошелек и идешь жертвовать. Вот этому надо тоже вот перенимать мастерство слова. Оно на самом деле очень такое тайное оружие. Если ты не владеешь словом, тебе будет тяжело. Надо им овладевать, либо искать того, кто умеет писать. Она совершенно фантастический человек. Мы с ней встречались 2 раза на одном вебинаре. Она рассказала волшебную историю о том, что люди считают, что у благотворительных фондов есть волшебные сейф, которые мы периодически, значит, откапываем, и оттуда берем какое-то неограниченное количество денег. Это настолько сильная область, что я до сих пор им пользуюсь, в том числе как бы и в фандрайзинге, и это работает. Вот она умеет родить какую-то область, которая западает на всю жизнь. Мы с ней потом смеялись, что ей до сих пор пишут и говорят: Вика, где сейф? Хотя сейфа нет. Ну вот просто что и шок такой. Да, спасибо. В общем, да, чего не хватает, наверное, вот это какой-то харизматичности. Вот то, если у тебя этого нет, это очень сложно развить. Поэтому ты такими людьми просто восхищаешься. Ты можешь быть правильным, знать цикл фандрайзинговый при работе там, с частным жертвователем, с бизнесом, уметь правильно составлять письма. Но если у тебя нет харизмы, ну, извините. Ну, чего нет, того нет. Ищи попечителя харизматичного. Выходи из ситуации. Дополняй команду нужными людьми. Если чего-то нет, этого можно привлечь. Поэтому директор может быть каждой, и ну, только не бояться. И собрать хорошую команду. Или иметь везение в нее попасть. Да. Ну, если у меня такая аналогия, это как сварить суп из топора. Вот. Может каждый, но харизма, команда, то все. И тогда будет класс. Друзья, есть экологически чистый топор. Да. Вот. Есть ли еще вопросы? Уже почти 2 часа прошло, и мне уже неловко. Все-таки Ольга ехала домой к детям, а я не даю. Я не даю детям маму. Да, мы должны сделать уроки и ужин. Вот, да. Поэтому я тогда умолкаю. Друзья, ну, вижу, вопросов, наверное, нет. Спасибо вам огромное.